Представьте себе на мгновение. Мы привыкли верить, что история человечества — это прямая линия от каменного топора до смартфона. Что миллионы лет назад на Земле существовали только динозавры и примитивные формы жизни. А человек разумный появился всего каких-то 300 тысяч лет назад. Но иногда Земля сама раскрывает свои секреты. И эти секреты заставляют официальную науку нервно перелистывать учебники и делать вид, что ничего особенного не произошло. Сегодня мы поговорим о 3 по-настоящему шокирующих находках, каждая из которых буквально взрывает привычную картину мира. Первая — легендарная карта Создателя, или Дашкин камень, найденная в башкирской деревне Чандар. Каменная плита возрастом 120 миллионов лет с идеальной объемной картой Уральского региона, на которой изображены каналы длиной 12 тысяч километров, гигантские плотины и взлетно-посадочные площадки, созданные задолго до появления человека. Вторая — Тисульская находка. В 1969 году в Кузбасском угольном карьере шахтеры извлекли из толщи угля мраморный саркофаг с идеально сохранившейся женщиной в белоснежном платье. Возраст захоронения — около 800 миллионов лет. Официальная наука до сих пор предпочитает называть это ошибкой или мистификацией. И третье — наноспирали возле села Ржавчик на Урале. Тысячи крошечных спиралей из вольфрама, молибдена и других металлов размером от 0,01 до 3 мм. Их возраст — от 20 до 300 тысяч лет. Они выглядят как детали современных микросхем, только появились задолго до того, как человечество научилось работать с нанотехнологиями. 3 совершенно разных артефакта, 3 разных региона, 3 разных эпохи. И все они говорят об одном. Наша история гораздо древнее, сложнее и удивительнее, чем нам пытаются рассказать. Сейчас вы услышите полную историю каждой из этих находок. Пристегните ремни, будет очень интересно. Итак, начинаем с самой знаменитой — карты Создателя. Это не просто древний артефакт, это настоящая бомба, которая взрывает все наши представления о том, кто и когда правил этой планетой. Все началось в тихой башкирской деревушке Чандар Нуримановского района. Лето 1999 года. Профессор Башкирского государственного университета Александр Николаевич Чувыров уже несколько лет вместе с аспиранткой из Китая Хуан Хун искал следы древних китайских переселенцев на Урале. Они находили наскальные надписи, изучали архивы, но ничего сенсационного. И вот 21 июля обычный день превращается в исторический. К профессору подходит бывший председатель сельсовета Владимир Крайнов и говорит простыми словами. «Вы тут какие-то плиты ищете? У меня во дворе одна странная, лежит под крыльцом». Поначалу Чувыров не поверил. Мало ли что рассказывают местные. Но пошел посмотреть. Под старым деревянным крыльцом действительно лежала огромная белая плита, весом больше тонны, размером 148 на 106 сантиметров, толщиной всего 16. Чтобы вытащить ее, пришлось вызывать подмогу из Уфы и мастерить деревянные ролики. Когда плиту наконец очистили от земли и грязи, все замерли. Перед ними была не просто камень с царапинами. Это была объемная трехмерная карта целого Уральского региона, с реками Белой, Уфимкой, Сутолкой, Уфимской возвышенностью и Уфимским каньоном, который сегодня превратился в реку Ушак. Масштаб примерно 1 к 1,1 километру. Все совпадало идеально. Геологи потом подтвердили, даже смещение каньона из-за движения тектонических плит показано точно там, где нужно. Но самое невероятное — возраст. На поверхности плиты нашли 2 вкрапленные ракушки. Одна — около 50 миллионов лет, вторая — 120 миллионов лет. Именно эту цифру приняли за рабочую версию. 120 миллионов лет назад, когда по официальной науке на Земле еще не было даже примитивных млекопитающих, кто-то уже создал точнейшую инженерную карту региона. Состав камня тоже поражает. 3 слоя. Нижний — сверхпрочный доломит 14 сантиметров. Средний — диапсидовое стекло, технология обработки которого современной науке неизвестна. Именно на нем и нанесена карта. Верхний
Тончайший кальциевый фарфор всего 2 мм, который защищает изображение от времени. Рельеф не вырезан вручную. Это механическая обработка с помощью точных механизмов. Рентген показал — плита искусственного происхождения. На поверхности множество загадочных надписей. Сначала думали древнекитайские иероглифы. Чувыров даже летал в Китай, изучал императорскую библиотеку. Но нет, это совершенно другой язык. Иероглифы слуговой неизвестного происхождения. Расшифровать пока не удалось, хотя профессор считает, что один символ обозначает широту современной Уфы. А теперь самое главное, от чего захватывает дух. На карте изображена гигантская гидротехническая система. 2 канала шириной по 500 метров каждый, 12 плотин шириной от 300 до 500 метров, длиной до 10 километров и глубиной до 3 километров. Эти сооружения могли менять направление рек по желанию. Для их строительства нужно было переместить больше квадриллиона кубометров земли. По сравнению с ними, современный Волго-Донской канал выглядит как мелкая царапина. Даже русло реки Белой, судя по карте, было полностью искусственным. Профессор Чувыров как физик говорит прямо: в наших сегодняшних условиях человечество способно построить лишь малую часть того, что здесь изображено. Американские специалисты из Центра исторической картографии в Висконсине были в шоке. Такая трехмерная карта могла быть создана только с помощью аэрокосмической съемки и мощнейших компьютеров. Сейчас в США пытаются сделать нечто подобное для всей планеты и планируют закончить только к 2010 году. А здесь все уже было готово 120 миллионов лет назад. Кто же эти создатели? Чувыров осторожен и не любит слов «инопланетяне». Он просто называет их создателями. Скорее всего, они летали. На карте нет дорог, только водные пути. Или готовили территорию для будущего заселения, осушая болото. Но есть и другая, еще более смелая версия. Ее высказывал академик РАЭН Николай Викторович Левашов. Он лично видел Дашкин камень в подсобке корпуса МГУ в Москве, среди ведер и швабр. Плита уже тогда была расколота. Левашов считал, что это часть систематического сокрытия правды о нашем великом прошлом. По его словам, карта — прямое доказательство существования высокоразвитой славяно-арийской цивилизации около 100 тысяч лет назад, в допотопные времена. Загадочные ромбовидные площадки — это взлётно-посадочные полосы для древних летательных аппаратов «Вайтман» и «Вайтмар», тех самых маточных кораблей, о которых говорится в древних ведах. Они могли нести до 144 меньших аппаратов и использовались для торговли и перемещений по всей планете. Левашов часто упоминал эту находку в своих книгах и на встречах с читателями, связывая ее с планетарными катастрофами, когда континент Даария ушел под воду. А люди переселились в Азию, включая Урал, 100 с небольшим тысяч лет назад. Ученые убеждены, Дашкин камень — всего лишь маленький фрагмент гигантской карты всей Земли. По расчетам, таких фрагментов могло быть 348. Во время ледникового периода огромную мозаику разорвало на части. Если собрать ее заново, размер карты составит примерно 340 на 340 метров. Целый городской квартал. Чувыров уже примерно определил места еще 4 фрагментов. Под домами в Чандаре, под деревенской баней и даже под опорой старого моста. Башкирские исследователи не сидят сложа руки. Они берут сотни проб грунта, отправляют материалы в ведущие научные центры мира и выступают на международных конгрессах. Аналогов такой находки на планете нет. Разве что один маленький халцедоновый камешек с точно таким же рельефом. Кто-то когда-то явно пытался скопировать карту. Но кто и зачем — это уже отдельная загадка. История карты создателя только начинается. Каждый новый факт приносит больше вопросов, чем ответов. Где сейчас находится сама плита? Почему она оказалась заброшена в подсобке? И что еще скрывает наша Земля под толстым слоем времени? Одно мы знаем точно. Наши предки, или те, кого мы называем создателями, были куда могущественнее, чем мы привыкли думать. Они оставили нам не просто камень. Они оставили ключ к пониманию того, кем мы на самом деле являемся. А теперь давайте перейдем ко второй невероятной находке, которая еще сильнее бьет по официальной хронологии.
Тиссульской находке. Представьте себе обычный угольный карьер в Кузбассе. 1969 год. Шахтёры работают на глубине около 70 метров. Вдруг ковш экскаватора выворачивает из толщи угля нечто странное. Огромный белый мраморный саркофаг. Рабочие сначала подумали, что это шутка или ошибка. Но когда саркофаг осторожно подняли на поверхность и открыли, у всех перехватило дыхание. Внутри, в прозрачной жидкости, похожей на масло или специальный консервант, лежала очень красивая женщина. Идеально сохранившаяся. На вид от 30 до 35 лет. Длинные темные волосы, тонкие черты лица, высокие скулы. Она была одета в белоснежное кружевное платье длиной до колен, украшенное изысканной вышивкой. Руки сложены на груди, словно она просто уснула. Ни малейших следов разложения. Выглядела так, будто умерла вчера. Саркофаг был сделан из цельного белого мрамора с тяжелой крышкой. По бокам тонкая резьба, которую никто не смог расшифровать. Жидкость внутри была настолько чистой, что тело казалось живым. Когда один из шахтёров случайно коснулся ее руки, он потом рассказывал, что кожа была теплой и мягкой. Новость мгновенно разлетелась по поселку Тиссуль. Приехали журналисты, ученые из Кемерово, но буквально через несколько часов все изменилось. Район оцепили военные и сотрудники КГБ. Журналистов прогнали. Шахтёров предупредили — это государственная тайна, никому ни слова. Саркофаг погрузили на грузовик и увезли в неизвестном направлении. Официально позже заявили — ничего не было, ошибка геологов, просто кусок мрамора. Но свидетели остались. Один из шахтёров, который первым увидел находку, успел сделать несколько фотографий до приезда спецслужб. Эти снимки позже разошлись по самоздату и до сих пор гуляют по интернету. На них четко видно — женщина европейской внешности, современные черты лица, одежда, которую можно было бы одеть и сегодня. Возраст находки — самое невероятное. Саркофаг находился в угольном пласте, который геологи датируют примерно 800 миллионами лет. 800 миллионов. Это эпоха, когда на Земле, по официальной науке, существовали только одноклеточные организмы и первые многоклеточные. О человеке даже речи не было. Ни динозавров еще в полном расцвете, ни млекопитающих. А здесь — женщина в кружевном платье, похороненная с почестями в мраморном саркофаге. Ученые, которые тайно изучали жидкость, говорили, что ее состав не поддается анализу. Она идеально сохранила тело на протяжении сотен миллионов лет. Как будто кто-то создал технологию, которой у нас до сих пор нет. Официальная версия до сих пор звучит так: мистификация или ошибка. Но почему тогда сразу приехали военные? Почему все засекретили? Почему свидетелей заставили молчать? Известный российский ученый, академик РАЕН Николай Викторович Левашов глубоко изучил эту историю и дал свои объяснения. По его версии, женщина — представительница русов с чистой русской генетикой. Саркофаг и жидкость — продукт технологий той же древней цивилизации. Засекречивание находки и смерти свидетелей — это классическое сокрытие правды о нашем великом прошлом. Коротко итог от Левашова по обеим находкам. Официальная наука сознательно завышает возраст артефактов на миллионы и сотни миллионов лет, чтобы не признавать факт существования высокоразвитой цивилизации наших предков примерно от 100 до 113 тысяч лет назад. Обе находки, и карта Создателя, и Тиссульская принцесса — прямые доказательства существования этой цивилизации. До сих пор никто не знает, где сейчас находится саркофаг. Его следы теряются где-то в секретных хранилищах. Фотографии и свидетельства шахтёров — единственное, что осталось. Эта находка бьет по официальной хронологии еще сильнее, чем карта Создателя. Потому что здесь уже не просто карта или камень. Здесь человек. Красивый, современный человек из эпохи, когда по учебникам даже бактерий толком не было. Красивая русская женщина в мраморном саркофаге с прозрачной крышкой, она как будто спит. А не отсюда ли пошла легенда о спящей царевне? И это еще не все. Следующая история еще более невероятная и при этом совсем крошечная. Речь идет о тысячах наноспиралей, найденных возле сибирских рек
Кожем, Народа и Балбанию. Деталях микросхем возрастом от 20 до 300 тысяч лет, которые невозможно создать без современных технологий. Конец 1990-х годов. Геологи и старатели, промывавшие золотоносные пески в районе реки Народа на Урале, вдруг начали находить в отвалах нечто странное. Сначала подумали просто мусор, но когда присмотрелись под микроскопом, волосы встали дыбом. Из древних слоев песка и глины извлекали крошечные металлические спирали размером от 0,1 мм до 3 мм. Идеально ровные, словно сделанные на высокоточном станке. Некоторые напоминали пружинки от современных микросхем, другие — миниатюрные антенны или катушки индуктивности. Материалы — вольфрам, молибден, медь, титан, хром. Металлы, которые в природе в такой форме не встречаются. Самое шокирующее — возраст. Спирали лежали в слоях, которые геологи датировали от 20 до 300 тысяч лет. Это эпоха, когда по официальной науке на Земле жили только неандертальцы и кроманьонцы с каменными орудиями. Ни металлообработки, ни даже гончарного круга в таких масштабах еще не было. А здесь — нанотехнологии. Спирали отправили на анализ в несколько лабораторий, в том числе в Москву и за рубеж. Результаты были однозначными. Объекты имеют искусственное происхождение. Они не могли образоваться естественным путем. Поверхность некоторых спиралей покрыта оксидной пленкой, которая образуется только при высокотемпературной обработке. Идеальная геометрия, одинаковый шаг витков. Все говорило о промышленном производстве. Официальная наука, как всегда, попыталась отмахнуться. Промышленное загрязнение, остатки от современной техники попали в грунт случайно. Но есть одна проблема. Эти спирали находили на глубине нескольких метров, в нетронутых геологических слоях, куда современный мусор просто не мог попасть. К тому же некоторые экземпляры были покрыты минеральными отложениями возрастом сотни тысяч лет. Николай Левашов тоже упоминал эти находки в своих работах. Он считал наноспирали, как и Дашкин камень, как и Тисульскую принцессу. Наука предпочитает делать вид, что ничего особенного не произошло. 3 находки, 3 разных масштаба. И все из одной и той же эпохи. Карта размером с плиту, созданная около 100 тысяч лет назад. Женщина в кружевном платье, похороненная примерно в тот же период. Наноспирали, сделанные между 20 и 300 тысячами лет назад. Все они говорят об одном и том же. Наша планета хранит память о высокоразвитой цивилизации наших предков, славяно-ариев, или, как называл их Николай Левашов, руссов. Цивилизации, которая примерно 100 тысяч лет назад уже владела технологиями, недоступными нам даже сегодня. Строила гигантские гидросооружения, создавала совершенные наноустройства и умела сохранять тела вечно. Официальная наука сознательно завышает возраст этих артефактов на миллионы и сотни миллионов лет, чтобы не признавать факт существования этой великой цивилизации наших предков. Именно поэтому карту Создателя прячут в подсобках, Тисульскую принцессу прячут в секретных хранилищах, а наноспирали почти не изучают. Но правда все равно пробивается наружу. Если эти истории вас зацепили, ставьте лайк, пишите в комментариях, какую из 3 находок вы считаете самой шокирующей, и подписывайтесь. Впереди еще много таких расследований. Потому что Земля продолжает рассказывать нам свою настоящую историю, а мы, наконец-то, начинаем ее слышать. До новых встреч, друзья. Оставайтесь на пути к истине.